Почему домашний кондитер зарабатывает 4 раза в год и как это исправить? Это разбор для тех, кто печет на своей кухне и ноет, что летом заказов нет. Для домашних кондитеров, которые свято верят в какую-то сезонность. Вот вы пишете, зимой и весной заказы, летом пусто. Но что поделать, типа люди жрут торты только по праздникам. Откуда вы, блядь, нахуй это взяли? Короче, на самом деле это не так, это не сезонность, это отсутствие вашего понимания в сегментации. Смотрите, пока вы делите клиентов на женщин 25-40 лет, ваш покупатель уже давно поделил сам себя. Но не по возрасту, не по цвету волос, не по знаку зодиака, а по триггеру, который заставил его открыть ваш профиль. В домашней кондитерке всего основных 4 сегмента. И вы работаете, как правило, только с одним, самым очевидным и самым бедным на повторные продажи. Смотрите и запоминайте, это ваши деньги, которые вы тупо не берете. Первый сегмент – это календарный клиент, ваш любимый. Дни рождения, 8 марта, Новый год, свадьба. Этот клиент, который, по сути, приходит сам, он знает дату, готов платить. В основном такой клиент приходит около 4 раз в год, в лучшем случае. Вы ждете их как манну небесную, а потом сидите, так сказать, на голодном пайке. Второй сегмент – это скорая помощь. Это люди, которые забыли, нужно срочно завтра, какой-нибудь там подвел магазинный торт, или, ну так бывает. Такие люди платят на 20-30% дороже, но вы в стрессе, вы работаете на износ и, как правило, без маржи. Это не рост, это уже выживание. Вы героически спасаете чей-то косяк, а думаете, что заработали. По факту вы просто подставили свою пятую точку. Третий сегмент – это эмоциональный якорь. Это люди, которые устали, хотят заботы, хотят порадовать себя без повода, либо наоборот, нужен какой-то повод для встречи. Они покупают не торт, они покупают паузу в рутине, и это 10-15% ваших заказов. Но вы их не видите, потому что не создаете под них продукт. У вас в ленте только либо на день рождения, либо на свадьбу. Четвертый сегмент – это регулярный комфорт. Например, к чаю на выходные, или там детям в школу, или коллеге на кофе-брейк, или просто, может быть, вместо ужина. Этот сегмент, как правило, покупает каждую неделю. Они не ждут праздника. И именно здесь, в этом сегменте, лежат основные деньги в мертвые месяцы. А у вас 0 заказов из этого сегмента. Вы подпишитесь хотя бы на канал, а я вам расскажу, почему так происходит. Как правило, вы продаете коржи с кремом всем одинаково, а клиент платит не за вес. Ему насрать на ваш бисквит на какой-нибудь там итальянской меренге. Он платит за социальную безопасность, то есть чтобы гости не сказали «фу». Закупленное время, чтобы не стоять у плиты в свой выходной. За уверенность. Например, ты скажешь, что лучше, я тебе доверюсь. В прошлом видео я рассказывала про Голубой океан. Если вы его не смотрели, перейдите на канал и обязательно посмотрите. Так вот, домашние кондитеры сидят в Красном океане. Торт на день рождения, конкуренция бешеная, демпинг и сезонные провалы. А рядом есть пекарни, булочные. Посмотрите на них, они не ждут праздников, они продают рутину. Например, хлеб к завтраку, пирожки к выходным, сладкое к чаю. И зарабатывают на этом каждый день. Соответственно, я не предлагаю вам стать пекарней. Вопрос в том, чтобы забрать их модель регулярности, не меняя свою кухню. Но сначала научимся закрывать те 5 болей, за которые вам реально готовы платить. Не скидкой, а оффером. Это как закрывать боли. Не нужно переделывать рецепты, нужно переписать в принципе подачу. Вот как формула работает в реальности. Соответственно, боль, страх опозориться. Если у вас бисквитный торт, 2 килограмма крем-чиз и декор ягодами, то вам нужно это переделать в торт, который соберет миллионы комплиментов. У вас обязательно спросят рецепт. Добавьте еще сюда фото готового стола, какую-то упаковку под ключ, и будет good. Вторая боль – это нет времени. Если у вас была доставка по городу, оплата при получении, переделайте это в «привезу за 2 часа до гостей». Вам останется только поставить на стол. Добавьте четкие слоты доставки, плюс не опоздаю в тексте. Тут, кстати, можно еще добавить гарантию, если опоздаю, торт, не знаю, бесплатно. Следующая боль – это решение за меня. Например, если у вас раньше было «выберите начинку вишня, малина, банан, карамель», переделайте это в
3 проверенных вкуса под ваш повод. Напишите мне возраст и количество гостей, я сама подберу за вас вкус. Добавьте какой-нибудь квиз, плюс бестселлеры вместо каталога. То есть дайте людям уже проверенное то, что, не знаю, уже у вас больше, не знаю, там 1000 заказов только медовика. Это вкус проверенный или вообще люкс. Следующая боль – это чувство вины за деньги. Например, если у вас была скидка 10% на первый заказ, переделайте в это в «Закажите сегодня», получите открытку с вашим текстом и мини-фотоотчет для соцсетей. Добавьте таким образом ценность, которая не обесценивает торт, а наоборот еще усиливает эмоцию. Следующая боль – это «хочу как у всех, но лучше». Если у вас раньше было, например, декор на заказ, пишите в ЛС, переделайте в это торт, который никогда не повторится. Один эскиз, один клиент, без каких-либо шаблонов. Добавьте процесс создания, видео, скетчи, то, что будет только для вас. Запомните, люди не сравнивают ингредиенты, они сравнивают ощущения после покупки. Дайте им это ощущение в тексте, и цена перестанет быть главным возражением. Поняли? Давайте дальше. Как продавать чаще? 5 систем повторных продаж. Соответственно, как уйти от 4 заказов в год к стабильному потоку? Не через скидки, а через системы. Первая система – это мини-формат для себя. То есть перестаньте продавать только торт на 12 человек. Введите порционные десерты, кейсы на двоих, десерт на вечер. Добавьте сообщение, что устали, вы заслужили кусочек тишины. Закажите себе сегодня вот этот прекраснейший сет на двоих. Люди покупают сладкое не только на праздники, они покупают его, когда выгорели, когда им хочется просто себя порадовать, а не накрывать поляну на очередной день рождения. Вторая система – это кофе-брейки для бизнеса. Офисы, салоны, коворкинги, им нужно что-то к чаю каждую пятницу. Так предложите им набор для пятничного кофе, 10 позиций, доставка к 10 утра, чек для бухгалтерии. Один контракт – это 4-8 заказов в месяц без поиска новых клиентов, без ваших вечных «а где же мне взять очередной заказик?». Третья система – это календарь напоминаний. Собирайте даты праздников с разрешения и пишите за 14 дней. То, что вот ваш праздник через 2 недели, успейте забронировать дату, осталось всего 3 слота. Не ждите, пока вас вспомнят, управляйте этим спросом. Это называется не спам, а сервис. Четвертая система – это подписка или выходной без готовки. Раз в неделю, 2 готовый набор к чаю, мини-пирог, капкейки, ягоды. И добавьте сообщение, то, что я возьму десерт на себя. Клиент платит за привычку. Ты получаешь прогнозируемый доход. Вообще красота. Кросс-категория через смежную нишу. 5-я система. Смотрите на пекарни. Они не ждут праздников, они продают рутину. То есть боль, которую ты закроешь лучше, не меняя кухню. Например, не нужно ждать праздника, нужно создать повод. И вот как это выглядит на практике. Смотрите кейс. Ты печешь торты, но видишь, что в выходные люди в основном не заказывают, не радуют себя и больше переходят на такое что-то домашнее, а не на какой-то кондитерский шедевр. Какая тут боль? Все любят пироги, пирожки на каком-нибудь там дрожжевом тесте, но никто не хочет месить, ждать и лепить вот это вот все 2 часа. Какое решение? Пирожки к субботе, 3 начинки, ограниченный тираж, предзаказ до четверга. И запустите это просто за 3 дня. Сначала сторис. Кто хочет свежие пирожки к выходным? Капуста, яблоко, вишня, 20 штук. Пишите пирог, скину форму. Второй день – это вечером вы делаете стоп заказов, готовите. В субботу отдаете. Просите фото плюс короткий отзыв. Смотрите цифры. Сколько у вас взяли? Кто спросил? А будет ли еще? Где застряли ваши клиенты? Если зашло, делайте это каждую неделю. Вводите ротацию начинок, предлагайте подписку. Предположим, пирожки каждую субботу на какую-то там семейную посиделку. Это не торт раз в год, это продукт, который покупают регулярно. И ты не меняешь кухню, ты меняешь фокус, смекаете? Если у тебя покупают 4 раза в год, это не рынок, это не клиенты, это твоя система в этом виновата. Ты продаешь ингредиенты, нужно продавать результат. Ты ждешь праздника, нужно создавать повод. Ты говоришь со всеми, а нужно попадать в конкретную боль каждого клиента. Исправьте одно, и вы сможете получать заказы в любой месяц.
Соответственно, напишите в комментариях, какая боль ваших клиентов самая острая. Скажите, какую систему вы будете внедрять первым. Например, берете мини-форматы, какие-то напоминания, подписка, вообще пирожки, на мой взгляд, люкс идея. Зайдите вообще в любую кондитерку, нигде не продаются нормальные пирожки на дрожжевом тесте. Попробуйте внедрить это у себя. Люди собираются всей семьей, пьют чай или завтракают, неважно. Придумайте повод. Каждую субботу вкусные свежие пирожки с начинкой раз, два, три. Внедрите, посмотрите вообще, насколько это людям будет интересно, будет ли им это интересно. Красиво упаковали, и все, у вас минимум каждый клиент может заказывать это раз в неделю, раз в 2 недели. Это все нужно тестировать. Но очень многим привычно сидеть вот в своем Красном океане, со всеми толкаться, в целом районе, не знаю, 10 кондитеров, которые все пекут эти тортики. И клиент, получается, уже заказывает не 4 раза в год. Либо уходит к конкурентам, либо вообще, не знаю. Ну, короче, херня это все. Возьмите любую смежную нишу. Я не знаю, хлеб, пирожки, печенье, не знаю, какие-нибудь ППшные. Блять, вы знаете, сколько у нас людей диабетиков? Добавляйте какие-то торты, которые жестко рассчитаны на хлебные единицы. Хлеб ровно так же, печенье для диабетиков – это вообще, на мой взгляд, супер золотая ниша. Потому что обычный торт для диабетиков, если в среднем, да, сейчас возьмем, если обычный торт можно купить за 6-8 тысяч, то для диабетиков с посчитанными хлебными единицами там, на какой-нибудь кокосовой миндальной муке, плюс сахзам, да, это уже стоит 12-18 тысяч рублей. Возьмите это для себя. У многих дети болеют диабетом, какие-то печенья, перекусы. Столько вариантов, но никто никогда не хочет с этим заморачиваться. Почему? Непонятно. Потому что впадлу подумать, наверное. У меня, если честно, просто другого объяснения нету.